Информация, полученная на недавней встрече с Эми, с планетой и цивилизацией, которую наш военно-промышленный комплекс окрестил Зулу. Планета входит в состав нашего локального звездного соседства вот уже на протяжении более 2 миллиардов лет. Обитатели характеризуются африканскими чертами, обычно больше 2,1–2,4 метра ростом. Иосяне являются шаманской цивилизацией, управляющейся в основном старейшинами-женщинами. Продолжительность жизни составляет тысячи лет, благодаря чистоте их звезды и уникальным условиям их планеты. Трудно сказать, являются ли африканские расы на нашей планете напрямую связанными с Зулу, как большой процент цивилизаций в нашем локальном звездном соседстве, состоящем из более 50 звездных систем. На протяжении многих миллионов лет Зулу жили и процветали внутри своей родной планеты, которая в их культуре называется Иус-Эс. Даже в период своей самой ранней истории иосяне были необыкновенными экстрасенсами, обладающими тем, что мы бы сочли проявлениями магических способностей. Благодаря таким способностям они осознавали, что сама Вселенная, казалось бы, является проявлением воображения существа, которого они еще не могли постичь. Они объединялись с другими цивилизациями, по большей части пребывавшими на гораздо более низком уровне сознания. Вследствие такого понимания они никогда не развивали религий, основанных на богах, небесах или аде. Вместо этого со временем они развили свои способности настолько, что проецировали свое сознание на другие планеты, чтобы наблюдать цивилизации, на которых становились свидетелями жестокости и разыгрывавшихся войн. Их культура все больше и больше погружалась в удаленный просмотр других культур, и со временем это стало влиять на их массовое сознание абсолютно неожиданным образом. Со временем способности проявления чуть не привели их к гибели. В своих астральных путешествиях они начали вступать в контакт со странными и могущественными существами, которые затем стали влиять на иосян посредством снов, молитв и медитаций. Вскоре их народ переживал жестокие столкновения с этими тварями в физической форме прежде, чем последние исчезали в воздухе. Когда они психически исследовали новую угрозу, они начали обсуждать свои теории и находки друг с другом и приходить к общему согласию, что эти существа приходили из звездной системы, с которой иосяне не были знакомы в ходе своих экстрасенсорных астрономических исследований. Тогда иосяне начали приближаться к той звездной системе и дистанционно рассматривать своего нового врага. Они были шокированы, увидев крайне продвинутую цивилизацию, обладавшую способностью экстрасенсорно камуфлировать себя от обнаружения большинством других продвинутых цивилизаций. Когда иосяне проникли за завесу той звездной системы, они были потрясены, увидев наращивание обширной армады, которая, вероятно, направлялась бы к их планете. Иосяне — это мирная раса, обладающая способностью собираться и фокусировать свое массовое сознание на защите себя, экстрасенсорно влияя на умы своего врага, ввергая самых технически продвинутых нападающих в состояние смятения или вынуждая их поворачивать свое оружие на себя. Сейчас им предстояло столкнуться с равным соперником, с новой группой захватчиков, которые казались равными им в экстрасенсорике, но обладали технологией и оружием, которые никогда не были частью эволюции иосян, впервые оставляя последних в невыгодном положении. Затем иосяне застряли в цикле конфликта с новым врагом, что спровоцировало сдвиг в массовом сознании, поскольку цивилизация переходила к оборонительной позиции. Они застряли в этом цикле на миллионы лет, в то время как другие цивилизации в нашем локальном звездном соседстве начали завоевываться той же цивилизацией, от которой не могли защититься иосяне. Цивилизация иосян пребывала почти на грани коллапса, когда вступила в контакт с еще одной крайне продвинутой цивилизацией в нашем локальном звездном соседстве. Подробности впереди. Эта цивилизация оказалась настолько продвинутой, что создала очень сложную сеть станций размером с Луну, которые они разместили в звездных системах нашего локального звездного соседства. Станции пользовались энергией космической паутины, чтобы предотвращать вторжение других рас пришельцев, которых они считали расами генетических фермеров,
влиявших на естественное развитие цивилизаций в соответствии со своими эгоистичными программами. Эта цивилизация, которая позже станет известна как «голубые авиане», информировала Иоссиан, что враждебную цивилизацию, вносящую хаос в локальное звездное соседство, невозможно уничтожить посредством физических или экстрасенсорных военных действий, даже для них. Цивилизация, которая позже станет известна, как «голубые авиане», описывала, что в месте, откуда пришли новые враги, никогда не было звезды, и что иоссиане были ключом к возвращению локального звездного соседства в равновесие. Иоссиане не осознавали, что неудержимый враг был творением, проявлением эгрегора их собственного массового сознания. Они были настолько невероятно и неосознанно могущественными, что проявили самую большую угрозу, с которой обитатели локального звездного соседства когда-либо сталкивались до создания защитной сети, в то время как большинство цивилизаций проявляли богов, дьяволов, небеса и ад, иоссиане проявляли своих собственных демонов, но на уровне, влиявшем больше, чем просто их собственная цивилизация. Иоссианам потребовались тысячи лет, чтобы удалить этих существ из их массового сознания и реальности, разделяемой с их космическими соседями. Это был огромный удар для гордой расы иоссиан, которая проповедовала единство и обучала шаманизму своих звездных соседей на протяжении ионов времени, обрела репутацию крайне духовно продвинутой культуры. Говорили, что они оказали главное влияние на эволюцию расы, которая позже стала известна как «голубые авиане». Со временем иоссианам удалось исцелиться, извлечь уроки из своего почти полного поражения и начать все больше и больше фокусироваться на своих сотворческих способностях до тех пор, пока они не стали развивать способности к вознесению, способности телепортации, в некоторых случаях левитации и полета. Этот период времени стал невероятным возрождением их цивилизации, поскольку они становились все больше и больше связанными с космосом, который считали умом Творца. Благодаря космической связи они узнали, что их собственный звездный цикл приближается к завершению главного цикла. Их звезда резонирует совсем на другой частоте, чем наша, создает намного больше излучения и начинает иметь более частые вспышки и выбросы, поскольку меняет частоты в период своего цикла жизни. Когда они обнаружили внутренние полости своей планеты, они осознали, почему их культура продвинулась так быстро и развила такую мощную способность проявления. Их планета представляла собой гигантский геод. Внутри имелись обширные горы, состоящие из фиолетового кристалла. Горы как бы светились изнутри, излучали свет и чистоту, которые вынуждали иоссиан развиваться с еще большим ускорением. Энергия, освещавшая горы и долины полостей внутри планеты, приходила из ядра планеты. Эта быстро вращавшаяся сфера сильно сжатого расплавленного жидкого кристаллического материала, которая действовала как центральное солнце, обладавшее невероятно позитивным влиянием на живые организмы и их сознание. Даже растения и животные, пробившиеся в эту обширную и магическую экосистему, развивались немного по-другому, чем их собратья на поверхности планеты. За ионы времени иоссиане развились в самые психически и духовно развитые цивилизации внутри нашего локального звездного соседства и за его пределами. Они организовывали торговлю и коммерцию в нашем локальном звездном соседстве и поощряли развитие цивилизаций в соседних звездных системах. Все изменилось, когда цивилизации преадамитов ранее с Марса разрушили защитную решетку, построенную голубыми авианами почти 2 миллиарда лет назад. Локальное звездное соседство сразу же было завоевано и испорчено расами генетических фермеров. Поэтому у иоссиан не оставалось никакого другого выбора, кроме как изолироваться и пытаться работать с разными существами психически и телепатически, чтобы поощрять их забирать свою силу назад после обмена с расами генетических фермеров. Единственной звездной системой, на которую не влияли и которая не была завоевана расами генетических фермеров, включая группу Ориона и синдикат Андромеды, оказалась принадлежавшей иоссианам. Расы генетических фермеров посылали армады за армадами, чтобы завоевать систему иоссиан, но каждое нападение заканчивалось
полным разрушением армады без указания на то, как она была разгромлена. Тогда расы генетических фермеров решили изолировать иосян как можно больше и продолжать свои программы, фокусируя усилия на коррупции суперфедераций, наблюдавших за соблюдением космических законов в каждой галактике, чтобы помогать своему богу и внедряться в каждую продвинутую цивилизацию. В настоящее время мы видим, что расы генетических фермеров по большей части разгромлены и изолированы внутри галактик Андромеда и Млечный Путь. Как я уже сообщал, наша звездная система является одной из последних цитаделей для группы Ориона и их союзников, которые собрали свои армады внутри нашей Солнечной системы. Совсем недавно мне говорили, что самые большие корабли в этих армадах опустились в верхние слои атмосфер газовых гигантов, вокруг которых они вращаются, чтобы затруднить свое обнаружение. Это произошло после нескольких контактов с военным крейсером ГГЛН «Блуждающая звезда», когда последний освобождал пару главных колоний на Марсе, эвакуируя все их население в другую звездную систему, контролируемую группой Майя. В ходе контакта крейсер «Блуждающая звезда» был транспортирован на орбиту Марса с помощью Эми, где сразу же подвергся нападению кораблей рептилоидов и группы Ориона. Каждый из кораблей стрелял по крейсеру из экзотического оружия лишь для того, чтобы экипаж крейсера открывал порталы и перенаправлял энергетические атаки на посылавшего. Все атакующие корабли были быстро разбиты внутри гравитационных полей, которые крушили их как банки из-под содовой, превращая в крайне маленькие и плотные шарики, смешанные с остатками кораблей и их экипажами, вращавшими на орбите Марса. После того, как Эми просветил меня в связи со своей цивилизацией и историей нашего локального звездного соседства, он начал предоставлять информацию о том, чего ожидать на нашей собственной планете, так как наш главный солнечный цикл заканчивается. Мне передали очень интересные сведения о том, что мы, возможно, увидим, приближаясь к солнечной вспышке. Поскольку мы все ближе и ближе к событию солнечная микронова, мы будем видеть активацию решеток Леи-линий, которая согласуется с усиливающейся солнечной активностью. Мне говорили, что мы увидим, как на планете беспорядочно открываются порталы, ведущие в другие места в космосе. Эми рассказывал, что на каждом континенте, на котором иосяне работали с шаманами, они учили шаманов астрально путешествовать через системы порталов, указывали, куда идти, и призывали к хранению детальных записей и карт. Эми говорил, что эти карты и записи хранились в тайных сектах шаманов тысячи лет, и что, когда порталы откроются, они будут нам полезны в знании, куда идти. Некоторые открывающиеся порталы ведут к центру звезд, на планеты, покрытые океаном, и даже могут открывать тысячи метров в воздухе над кое-какими планетами, делая их довольно опасными для физического путешествия на них без использования карт. По мере приближения к солнечной вспышке мы увидим, что все больше и больше людей исчезают в этих порталах, оставляя остальной мир мистифицированным или пребывающим в гневном отрицании процесса, через который проходит Солнечная система. Многие звездные посевы-пришельцы, перевоплотившиеся здесь как люди, будут стремиться идти в регионы, где будут открываться порталы, чтобы вернуться на свои родные планеты. Также в это время будет резко увеличиваться число наблюдений НЛО, наряду со странными исчезновениями и смертями, которые исследователи будут приписывать враждебным действиям пришельцев. Эми заверял, что ничего не может быть дальше от истины. Он констатировал, что группы пришельцев возвращаются, чтобы забирать своих оперативников на нашей планете до события солнечной вспышки. В некоторых случаях души покидают свои человеческие тела и воссоединяются со своими телами на космических кораблях, посланных, чтобы их извлечь. Меня предупреждали, что лидеры Земли воспользуются этими событиями для закачки еще большего страха в население мира, чтобы его было легче контролировать. План, который в конечном счете выйдет боком, когда население начнет восставать против усиливающейся тирании. Вот к чему движется человечество. Мы должны освободить нашу планету и свергнуть культы смерти, попавшие под влияние группы Ориона
и программу трансгуманизма их бога И.